Друзья, мы в Эстонии. Здесь тоже бывает лето, в это сложно поверить. Таких машин 30 в мире, и только 10 с левым рулем, как это. Машины, самолеты, отели. Но не всегда ж так было. Таких 3 самолета – это самый маленький размера Lightjet. Я до этого был такого нейтрального мнения о Эстонии, о Таллине, думал, о, еще одна советская страна. Но это не советская страна. По архитектуре это скандинавская страна, а по менталитету это украинская, потому что люди очень открыты и такие, как мы, дружелюбные. Прогулявшись под улицам Таллина, я нашел 3 места, которые мне понравились больше всего. Пойдемте, я вам их покажу. Первое место – это старый Таллин, который начинается с Виловских ворот, построенных в 16 столетии. Самые лучшие фотографии получаются здесь. Друзья, второе место – это дорога вдоль моря Пирита, которую построил Советский Союз к Олимпиаде, когда было открытие парусной регаты здесь. К сожалению, море мы не увидим, но поверьте на слово, здесь очень красиво. Мы находимся в районе Роттермане, где в 19 веке был соляной склад, мельница, которая производила хлеб. А сейчас здесь находится отель, в котором мы живем. Поехали. Ребят, добро пожаловать. И как в любом еврейском доме у нас на проходе висит мезуза. Вообще в этом здании и в 2 соседних зданиях, в которых у нас есть тоже некоторые бизнесы, висят больше мезуз, чем во всех остальных компаниях и зданиях всей страны Эстонии. Особенностью этой комнаты является то, что здесь есть небольшая одна стена. И это, конечно же, не стена Плача Иерусалимская, но это небольшая отсылка к ней. Если присмотреться очень внимательно, вы увидите, что наклон ее где-то на 5 градусов от линии стены. Видишь маленькую деталь? Это ровно направление на Иерусалим. Здесь огромное количество компаний, где-то в районе 15 компаний. Некоторые эти люди, это такие стартапы, они тоже о себе расскажут. Конкретно здесь немножечко периодически обитаю я. Из University of Chicago, расскажешь? University of Chicago, да, это такая гордость, которую, как правило, знаешь, по американской традиции обязательно надо вешать на стену. Без всяких разговоров. У меня здесь 2 американских университетов диплом, но этот, конечно, посерьезнее. Это все-таки топ-3, наверное, мировая бизнес-школы. Было тяжело. Было реально тяжело. Чикагская бизнес-школа – самая академическая школа в мире. Огромный упор на академику, на подсчеты. Выглядит это приблизительно таким образом. Садишься, закрываешься в номере в отельном. Не выходишь оттуда 2-3 дня, поскольку ты готовишься к экзамену. Вот просто не выходишь практически. Рум-сервис, спагетти, кока-кола. Читаешь все лекции, решаешь какую-то историю. Потом сдаешь это дело. И этим не заканчивается твоя радость, потому что после этого ты каждый день с 9 утра до 16 у тебя просто подряд идут лекции. Каждый день неделю? Неделю, в течение недели, 6 дней. Мне было чуть легче, поскольку я ортодоксальный соблюдающий еврей, я соблюдаю шаббат, и поэтому у меня это было не 6 дней, а 5. В компании Finance TVS, которая занимается арендой долгосрочной, эксклюзивных, дорогих машин. Антон, расскажи, пожалуйста, о машинах и о каких-то забавных случаях. О машинах. Мы занимаемся арендой эксклюзивных автомобилей, как вы можете видеть, абсолютно разных. Мы фокусируемся на том, что трудно найти просто так на рынке. Да, давайте начнем с самого обычного и банального 63-го Гелендвагена AMG, который просто, скажем так, с точки зрения коллекционности интереса, он особо большой ценности не представляет, но это просто очень хороший автомобиль, который
на века. Сколько на год взять? Сколько на год? Ну, это будет стоить порядка 25 тысяч евро. 25 тысяч евро, да. Здесь мы имеем единственный в Прибалтике в своем роде Indian Chief Vintage, который, скажем так, среди мотоциклов это Rolls-Royce. Такой аппарат будет арендовать на год, я вам так скажу, порядка 1012-15. Эта машина будет стоить на год порядка 35 тысяч евро. Что самое крутое в вашей коллекции? Самое крутое, с моей точки зрения, Да. с моей точки зрения, у нас самое крутое это Defender. Лимитированный выпуск компания Land Rover прекратила выпуск как таковых Defender'ов в таком кузове, как мы его знаем, как он был. Он появился в 1948 году, после конца Второй мировой, когда у Англии осталось очень много движков авиационных и алюминия авиационного. И никто не знал, что с ними сделать, и сделали Defender. В данном случае это не аренда, это коллекция. С каждым годом, с каждым днем, с каждой минутой эти машины становятся дороже. Эта машина называется автобиография. Таких машин 30 в мире. Таких машин 30? Из них 20 они с правым рулем, и только 10 с левым рулем, как это, из которых... 10 машин в мире? 10 машин в мире, и из них 2 участвовали в съемках рекламы официальной по выпуску этого лимитированной серии. И ее хотели абсолютно все, поэтому мне пришлось искать их по всему миру. Соответственно, на рынке были всего 8 машин леворульных, которые были available, скажем так, возможны в покупке. Сколько она стоит? А сейчас эта стоимость автомобиля примерно 150 тысяч нетто, евро. Вот там ты живешь? Да. Вот как бы вся... Расскажи о отеле, где мы живем, потому что он же необычный. 2 года назад возник такой концепт, что мы увидели, что очень много людей приезжают сюда делать бизнес, они делают какие-то определенные стартапы, но при этом они здесь не остаются жить. Да. Они как бы не селятся, не привозят сюда свои семьи. И возникла идея вот такого отеля, который может быть чем-то средним между квартирой, который человек не хочет снимать, потому что он не собрался здесь жить, и просто отельным номером. Друзья, мы встретились с accommodation менеджером по заселению отеля Бера, где мы живем. Я напомню, что это отель, где нету ни одного человека при заселении, я не видел уже 3 дня, где выдают код, чтобы зайти в отель, выдают код, чтобы зайти в номер. Давайте узнаем, как это работает изнутри. Чтобы попасть в гостиницу, нужно на домофоне набрать определенный код, который гостям мы отправляем заранее. И дверь открывается. Добро пожаловать! Когда был основан отель? Открылись мы 28 апреля, Андрей, 2017 года. Вот, например, наша студия. Мы сейчас вам ее покажем. Гость набирает код. И вуаля, дверь открывается. Андрей, заходи сюда. Это номер студии с выходом на крышу и маленьким балконом. Сколько стоит такой номер? Приблизительно начальная цена от 75 евро за ночь. Зависит от сезона. Хорошо. 2 часа ночи. У меня не работает Wi-Fi. Что мне делать? Для начала все инструкции, все данные по Wi-Fi мы скидываем сюда. У наших гостей есть поддержка гостей 24 часа, 7 дней в неделю. Катя, скажи чуть подробнее о отеле. Мы в нем заселились, но за 3 дня, кроме тебя, я не видел никого из команды отеля. Все полностью автономно. Расскажи, как у вас это получилось и как происходит степ-бай-степ. Идея была такая, чтобы гостей не встречать, чтобы это было самостоятельное заселение гостей, так они чувствуют себя более непринужденно и охотно заселяются в апартаменты сами. Связываемся с гостями мы заранее, за несколько дней до заселения отправляются все необходимые инструкции с содержанием, как войти, как пройти, какой этаж, какие номер апартаментов, с Wi-Fi, как попасть в прачечную. Как поддерживаете отель?
Наша гостиница подключена к такой системе, как «Умный дом», когда мы дистанционно можем включать и выключать отопление, регулировать вентиляцию, регулировать электричество. Друзья, это был отель 8 Эра, который полностью работает без консьержей, без ресепшениста, где ты заходишь и все делаешь сам, без лишнего общения, которое утомляет. Я 3 дня в нем прожил, я скажу, что это очень круто. Когда я буду в Эстонии, я буду в нем точно оставаться. И по таким ценам 75 евро, ну это бесплатно, я серьезно говорю. Друзья, кто не летал на частных самолетах, давайте будем разбираться вместе в бизнес-авиации. Есть light-джеты, medium-джеты и heavy-джеты. Вот сейчас это лучшая модель, возле которой мы стоим, light-джетов. По каким критериям определяется? Первое – это количество пассажиров, сколько может быть. Здесь до 8 человек. Второе – это дальность полета. Дальность полета этой модели Nextan 400 – это 2000 миль. Третье – это по весу самолета. Вес этого самолета 7 тонн. Это самолеты частные повышенного комфорта, которые обычно используют предприниматели, политики и знаменитости. Друзья, давайте посмотрим самолет изнутри. Здесь 8 мест. И на самом деле, как видите, комфорт чуть повыше, чем у МАУ или, там, допустим, в любой другой авиалинии, где я летал. Ну и, как и помните, стоит на нем совсем по-другому. Полететь с Таллина в Киев около 10-15 тысяч долларов, в зависимости от того сервиса, который вы хотите. Ты находишься на крыше того места, где ты, кстати, временно проживаешь, то есть твой номер где-то вот находится внизу. Это крыша в 8 Era Apartments. Мое видение все время в недвижимости, собственно, как у многих людей в этом бизнесе, это то, что недвижимость должна использоваться максимально. Здесь есть барбекю, ну, то есть летом, конечно, другой коленкор. Мы здесь видим Таллин. Да, Таллин — это столица не самой теплой страны, но даже здесь, даже вот эти вот метры на крыше надо и нужно использовать. Мы увидели несколько компаний, которых ты совладелец. Машины, самолеты, отели. Но не всегда ж так было. Расскажи, вот 6-7 лет в школе, какой ты был? Как ты заработал там, не знаю, свои первые несколько долларов? Слушай, 6 лет в школе, у меня как бы там получается так, что я постоянно передвигался, я учился в 3-4 школах, в 3 странах. Где ты родился? Начнем с самого Родился начала. в Москве. Да. Это была еврейская семья, то есть когда как бы пал Советский Союз, открылась возможность уехать, ну, можно было уехать. Да. То есть вначале как бы я учился в школе в Израиле. Когда ты приехал с Москвы и во сколько? В Израиле, когда мне было, мне кажется, было лет 14-15. А после этого в Штатах с 16 лет, там я закончил школу, там же учился в институте, Флорида. Мы видим здесь у нас весь город как на ладони, это старый город, верхний город, нижний город. Таллин — это город всех религий, здесь есть все церкви, которые только могут быть возможны. Мне было 23 года, мне хотелось стать, нет, 22 года, мне хотелось стать начальником чего угодно, хоть маленького чего-то, но начальником. Вот была такая мысль. И появилась такая как там вакансия, и я в Петербурге был директором газеты, которая называлась «Газета». Нет, «Газета»? Это было до «Коммерсанта». Называлась «Газета». «Коммерсант» в Украине. Я вызвался делать стартап. Это было сразу после помаранчевой революции. Это было там совершенно новая для меня страна. Но, в общем, 2 года прожил в Киеве. И оттуда вернулся уже по приглашению на повышение в центральный там «Коммерсант» в Москве и был издателем группы глянцевых изданий до 2009 года, после которого переехал в Эстонию. Помимо этого, я как бы там с очень раннего возраста все деньги все время вкладывал в какую-то недвижимость. Тогда, как ты помнишь, был нереальный рост. Да. Вот эти золотые годы и в Украине, и в Москве, и в Петербурге, везде было. Слава там Всевышнему, я смог это реализовать как-то до Первые 100 тысяч долларов это недвижимость была, которую ты заработал. Да. И первый $1 миллион тоже на недвижимость. Тоже на недвижимости. Но до сих пор продолжает это как-то все
успешно проходить, но всегда надо помнить действительно об эффективности и о том, что каждый метр должен быть использован. Поделись топ-3 ошибки, которые были, когда ты создавал бизнес, и какие ты выводы на основании них сделал, потому что предприниматели чаще ошибаются, чем получается что-то. Инвестиции в то, что ты не знаешь, не разбираешься. Первое. Это самая большая. Что это была за ошибка? Во что Это ты была инвестировал? покупка греческой облигации государственного долга Греции. Вот, наверное, значит, непонимание долгое время, что есть огромная необходимость делегировать полномочия. То есть ошибка долгосрочная, когда ты пытаешься сам делать все. Инвестировать в людей, инвестировать их не только деньгами, но и своим временем, чтобы люди росли во всех отношениях. Чтобы люди хотели работать и хотели лучшего для компании. Это позиция собственника, это позиция бизнесмена, о ней всегда нельзя забывать. Ну и третье, наверное, это незнание на ранних этапах как бы структуры, на ранних этапах бизнеса, структуры баланса и структуры P&L убивает бизнес. Не зная цифр, Ничего ты не можешь получится. понять, где твои деньги, как ты их сделал и как ты их потратил. В детстве всегда мечтал увидеть елку, как в фильмах. Я смотрю на эту елку, и у меня ощущение, что я сейчас нахожусь в фильме. Таллин безумно красивый, честно. Побывав в городах остальных Советского Союза, ты думаешь, блин, все они такие стрёмные и смотреть нечего. Но когда приезжаешь в Таллин, то совсем другого впечатления. Мне понравился этот город, мне понравились люди, мне понравился Максим, оператор, который снимал. Мне понравились предприниматели, какие они открытые, когда им задаешь даже провокационные вопросы. Мне понравилась архитектура. Мне даже этот снег понравился, лопаты, из-за которого мы целый день ничего не могли снять на улице. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал Young Business Club. Смотрите нас, читайте, комментируйте и будьте с нами, потому что мы меняем мир. Обнял вас.